Всем привет, с вами Талос. Приятного просмотра. Почему компаниям придется отказаться от сверхприбыли? Быстрый ответ. Потому что в противном случае 99% населения навсегда лишится возможности вести достойную жизнь, что приведет к разрушительному глобальному кризису. Я думаю, никто не станет спорить с тем, что развитие технологий – это благо и облегчает жизнь. Самый яркий пример – это развитие медицины и аграрной промышленности. Хорошая медицина – это долгая жизнь, развитый агропромышленный комплекс, стабильный доступ к еде. А что тогда насчет искусственного интеллекта и нейросетей? Я думаю, сами по себе нейросети полезны и будут еще полезнее в будущем во всех отраслях. Однако нынешняя экономическая система совершенно не сочетается с ИИ, поскольку исключает необходимость в человеческом труде, кроме труда инженеров искусственного интеллекта, само собой. Но их услуги тоже в скором времени не понадобятся, так как ИИ будет развивать себя сам и без помощи человека. Эти вещи все и так в целом, я думаю, понимают. Но часто ли вы задумываетесь, а где в таком полностью автоматизированном мире место людям? В экономике люди нужны как источник прибыли. Труд человека – это товар. По такому принципу человечество существует уже тысячи лет, а внедрение в экономику ИИ исключает из уравнения человеческий труд. Это означает, что у людей больше не будет того, что можно продать и получить деньги для жизни. Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях. К чему я это говорю, поясню чуть позже. В 23 статье, пункт 1, сказано: каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. В 27 статье сказано: каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, авторов которых он является. Согласитесь, очень актуальная тема в современном мире, учитывая то, что художники массово лишаются работы. Так вот, к чему я все это говорю? Таким образом, государству придется собирать с ИИ компаний огромные налоги, соразмерные с объемом труда, как если бы он был выполнен человеком, и передавать деньги в общественные фонды для поддержания населения. Сверхприбыль в 1000% неуместна в контексте искусственного интеллекта, поэтому либо страны адаптируются под новый порядок, мир, где стандартная экономическая модель утратила свой смысл, либо ближайшее будущее человечества станет эпохой ужасного кризиса, тотальной безработицы, народных восстаний и нарастающих военных конфликтов. Причем существует еще и множество других причин помимо ИИ, которые способны привести к тем же последствиям. С другой стороны, можно рассмотреть позитивный сценарий. В том случае, если вовремя взять ситуацию под контроль и ввести регулирующие законы, может появиться совсем новая система общества, в которой работа, в классическом понимании, перестанет быть обязательным элементом, и каждый человек будет обладать всеми необходимыми ресурсами для достойной и свободной жизни. Хобби, построение дружеских и романтических отношений займут приоритетные позиции в жизни каждого. Такой вариант, как мне кажется, гораздо ближе к человеческой природе, поскольку опускает необходимость в работе без цели, просто чтобы выжить или оплатить реально интересующую деятельность. Тогда у людей появится возможность трудиться и развиваться в тех направлениях, которые по-настоящему приносят удовольствие и укрепляют духовно. А вынужденный труд приводит к хроническому стрессу и сильно ухудшает общий уровень жизни. И причем это научно доказанный факт. По сути, сейчас мы все находимся на развилке, где неверный выбор может привести к многомиллионным жертвам, а осознанный или рациональный откроет двери в светлое будущее. Хотя на самом деле существует еще два варианта, о которых я расскажу, если увижу интерес к этой теме у зрителей. Один из этих вариантов, по моему мнению, наиболее вероятен. Ну а что это за вариант, я расскажу в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Будет интересно почитать. До связи. Всем пока.